Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 августа. Давайте узнаем последний месяц лета и первая декада, что нам принесет. Давайте узнаем, о чем нас хотят уведомить карты, может быть, и предупредить, какие события ожидает ваш знак зодиака в эти 10 дней. Чего ждать, иными словами. И у нас сегодня две колоды. Первая колода – это у нас 78 дверей. По сути, метафорические карты. На них именно действия изображены. Поэтому три карты достаем без вопросов, как потоковая информация. С чем будут связаны эти дни? А может быть, это просто какой-то пункт вашей жизни, какая-то тема. Может быть, то, что, знаете, мои дорогие, мы часто не принимаем вообще во внимание. Мы думаем, а это ерунда какая-то, это вот прям проходящее такое что-то. А потом проходит время, и мы понимаем, зачем это было нужно. Вот давайте три карты. Чего же ждать? Это как знаки судьбы, о чем нас хотят предупредить, уведомить высшие силы. А на колоде Таро продолжим, раскроем. Давайте узнаем, что же прояснится в эти 10 дней. Хотя энергии астрологические, они такие достаточно спокойные. Но явно не для штурма и не для реванша. К отдыху больше нас призывает. Но все же, что прояснится? В чем ваша сила? Или это ряд тех вопросов, которые у вас получится, ну, более продуктивно решить именно со знаком плюс. Что или кто появится неожиданно? То есть, чего мы не ждем, чего мы не видим. И по основным сферам жизни. Это у нас дела, работа, бизнес, достижения, у кого-то учеба, у кого-то документы, сфера финансов и любовь, и личная жизнь. Итак, что же тут нам хотят рассказать, как знаки судьбы? Вот посмотрите, туз кубков. Это как рождение буквально чего-то нового, новой идеи, новых отношений или нового этапа в прежних отношениях. И на личную жизнь, безусловно, туз кубков, что может быть лучше? Ну, сама по себе карта радости, это как знак судьбы. Вот этот период, 10 дней, посмотрите, как волшебно начинается. По крайней мере, мы все разные, и у кого-то совсем не волшебное настроение. Почему нет? Я вполне могу так предположить. Но, видимо, за эти 10 дней какая-то путаница постепенно либо отступает, а самое главное, у вас есть возможности. Может быть, по части отдыха. Помним, уставшие люди делают ошибки, и когда мы уставшие, ну так психика человека работает, мы начнем что-то анализировать и застрянем там надолго, поэтому нет, период приглашает нас именно порадоваться. Но есть какая-то возможность. Может быть, это информация, тема или как добрая новость, добрая весть. Но по этой карте это правда карта счастья, карта любви, карта эмпатии, гармонии. И уж договориться можно. Добрые энергии где-то накладывают на нас такое негласное обязательство, что и мы должны быть более лояльны. В более добрых энергиях у нас получится больше совершить, мои дорогие. Вторая карта – деньги. Ну или король пентаклей, это вы будете просто, может быть, озадачены темой решения финансового вопроса. Тут у каждого по-своему. У кого-то это может быть связано с движимостью, я имею в виду, может быть, автомобиль, а у кого-то дом, недвижимость. Или вопросы урегулирования с банками, может быть, у кого-то и кредит, или погашение кредита, или наоборот, вы хотите взять. Ну, посмотрите, правда, радость есть, причем как и в чувствах, так и на материальном плане, в материальном мире, то, что мы можем осязать. Вообще карта короля Пентаклей не совсем тут, мои дорогие, про вдохновение. Он большой консерватор. Но вдохновение нам в самом начале показали, поэтому помимо вдохновения есть и хлеб насущный. И вот здесь вы как будто эти вопросы соединяете. Может быть и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, телец, дева, козерог, или человек, который имеет, может быть, и асцендент, или даже по Луне в этом знаке. Или просто сам по себе человек, который очень ответственный, который готов взять на себя
некоторые обязательства. Может быть, это и чиновник какой-то или представитель, ну, не совсем тут нам провластной структуры, но вполне вероятно, тот человек, которого мы, предположим, встречаем в банке, или вот та персона, которая знает точно, как правильно решить какую-то тему, которая касается, опять же, недвижимости или каких-то бытовых, может быть, тоже вопросов. Но, в принципе, эта карта еще и статусная, поэтому для кого-то построение карьеры именно через деньги, потому что вы хотите, чтобы в первую очередь, может быть, это для вас как знак судьбы, как побудительный мотив. Кстати, если жалование не устраивает, значит, надо подумать либо как минимум о дополнительном доходе, или для себя что-то дополнительное рассмотреть, мои дорогие, но теме финансов уделить внимание. Тут вполне вероятно, может быть, как деньги из нескольких источников. Может быть, для кого-то из вас заначка должна быть или какая-то подушка безопасности, но тема финансов в центре внимания. Это как знак судьбы. Третий знак судьбы, мои дорогие. Карта, знаете, вот любая семерка – это какая-то путаница, это вот какая-то ерунда, когда мы не знаем, как поступить. Хотя эта карта больше добавляет именно позитивных эмоций. Недаром ее называют иллюзорный успех. Это когда мы воодушевлены чем-то. А тем не менее, реальность, она остается в другой плоскости. Не замечтаться. Вот я бы сказала так, знак судьбы. Потому что эмоции будут приятные, да, вот все то, что мы говорили по тузу кубков. Когда мы чему-то очень рады или действительно довольны, или какое-то дело у нас получается осуществить. Бывают такие моменты, когда нам кажется, ну вот теперь море по колено, или теперь стало на какие-то все рельсы и будет продолжаться. А нет, у нас период таков, что это первая декада только августа, мои дорогие овны. Вторая, она уже, если я беру так вот астрологию, вторая декада, она уже так 50 на 50 идет. А к концу месяца, сентябрь, все-таки помним, что Уран у нас в Близнецах. Это может быть связано как с неожиданными событиями, новостями, какой-то реструктуризацией. Мы ее сейчас можем не видеть, а уже эти процессы запущены. И мы не видим, как это развивается. Нам конечный продукт объявят как будто, понимаете? Поэтому все же вот радоваться, научиться, даже если у вас сейчас патовая ситуация в жизни. Но и вот таким холодным умом все-таки король Пентакли, он умеет холодные расчеты делать, просчитать вопросы по части вашего благополучия именно материального. И не подумать, что мы можем где-то ослабить внимание. Иначе тогда мы, ну, как равносильно надеваем на себя розовые очки или начинаем строить какие-то воздушные замки. Вот воздушные замки идут по этой карте. Не забегайте вперед. Держите все-таки руку на пульсе. Что же у вас прояснится? Давайте узнаем. Паж мечей, какое-то новое направление. Вам может прийти какая-то весточка, новость, причем разные. Вот видите, уже как бы энергии. Есть то, что нас радует по пажу мечей. Это рационализм, это рациональные выводы, которые мы делаем и понимаем, что в каком-то направлении или что-то мы не хотим продолжать. У кого-то банально, и часто именно мечи нам говорят о нашей деятельности, поэтому у кого-то это могут вопросы быть связаны именно с вашими достижениями, работой, построением личного дела, может быть, как вашего творчества. Мы тут немножко что-то сами реструктурируем, именно потому что мы проясняем что-то. И эта карта может свидетельствовать, что вы, допустим, меня ведь смотрят разные люди, правильно? У кого-то есть больная тема, как больная мозоль, вы не знаете, как ее решить. А это как в этой теме вы примите решение идти или в обход, или словно зайти в другой кабинет, договариваться с другими людьми. Одним словом, ее решить как-то иначе. Может быть такое, как и будет, вы получаете какую-то новость и сталкиваетесь с тем, что если я буду продолжать в том же духе, ничего не получится. Вот такое вполне вероятно. Но это может быть связано также с документами. Вам тут словно придется что-то переиграть. Знакомый вопрос.
Хотя я могу предположить, иногда по пажу мечей проходит и что-то совершенно незнакомое. Или когда мы сталкиваемся с человеком, кстати, незнакомым, и мы не знаем, как к нему относиться, но все же наша тема или наш вопрос, что прояснится. То есть это то, с чем мы сталкивались, по сути дела. Поэтому какая-то путаница, вы будете видеть, как решить. Или выйти из этой темы, или что вам нужно предпринять. Правда, какой-то вопрос прояснится, но его решать нужно хладнокровно. И тут вот на вот эти золотые мечты или какие-то воздушные замки нет, не помогут. Несмотря на добрые энергии, есть все-таки и элемент хладнокровия, который вам совершенно необходим. Вторая тема или второй вопрос, который мы задавали картам Таро, так в чем же ваша сила? Что получится осуществить, в чем вы сейчас наиболее продуктивны? Смотрите, карта Колесница. А это карта скорости. Может быть, вот все то, что я сказала по пажу мечей, это вам нужно будет быстро как-то себя перестроить. Именно вас перестроить. Потому что это словно вы вот на этом мотоцикле туда или сюда. Прочувствуйте эту карту, мои дорогие овны. Но вам должно что-то понравиться, потому что карта скорости. И если прежде, ну, какой-то застой был или, правда, какая-то тема словно замерла. И не вперед, и не назад. А здесь я могу допустить, что вы вообще от чего-то можете отказаться. По пажу мечей такое тоже бывает. Но, значит, это сделать будет необходимо. Ну, по сути дела, ведь выбор. И нам карта говорит, не отказывайся от предложений. Рассматривай все то, что приходит на твой порог. Возьми это как не то, с чем ты изначально не согласен, даже если душа противится. А возьми это как один из вариантов. Вот вариабельность какая-то у вас тоже может быть, мои дорогие овны. И вам с этим придется разобраться. Но, по крайней мере, в этом ваша сила. Но если мы говорили по пажу мечей, вы сможете какую-то тему, проблему, вопрос решить, но с другим тонким подходом, хочется сказать, потому что понятно будет туда или сюда, словно мы ехали и вот приехали. Да, мы видим какую-то плату, да, больше прояснений каких-то тем у вас происходит, и в этом ваша сила. Но ведь еще и карта Колесница говорит, что не так много времени. Может быть, вам и придется 15-30 минут уделить какому-то вопросу, но это как абстрагироваться, когда эмоции нам тоже не мешают. И мы всерьез именно сами обдумываем. Это не просто так, я подумаю потом. Нет, это вполне рационально, конкретно и где-то, ну, словно на лезвие, понимаете? Мы не можем это откладывать на потом. По аркану Колесница, если мы отложим на потом, а потом не будет возможностей. И, видимо, быстро придется переключаться, и в этом ваша сила. Может быть, вам и придется куда-то отправиться спонтанно, кстати. И в этом тоже ваша сила. Не упустить какого-то момента, мои дорогие овны. И в этом ваша сила. Но это старший аркан для вас, как судьба, какую-то возможность может раскрыть. И понятно, если мы скажем «подумаю завтра», а завтра уже будет какая-то другая реальность. Помните, иногда с течением времени вот эти возможности, которые мы видели, они тоже как бы отступают назад. А может быть, для кого-то из вас это, знаете, из разряда меня осенило, как инсайт. Записывайте тогда, мои дорогие овны. Вообще есть смысл записывать свои мысли, идеи или мечты. Они тогда имеют более материальную основу. То, что мы записали, мы как будто это утвердили, вынесли какой-то пусть вердикт. Или пусть это даже та тема, которую вы хотите только осуществить, и еще пока не знаете, как к этому подступиться. Неважно. Дорогу осилит идущий. Сейчас не знаете, а если записали, а потом начнете где-то эту тему обдумывать, да, или она к вам будет возвращаться на протяжении последующих дней. Поверьте, это в нас как бы укореняется, прорастает, а в последующем обязательно приходят и возможности. Ну, как-то так это работает точно. Кто или что появится неожиданно. Но опять же, возможность. Это мы можем не заметить все то, что я только что сказала, мои дорогие.
Вам тут кто-то может предложить, ну, как, может быть, или путешествие, или определенным образом решить тот или иной вопрос. Может быть, это с работой связано, может быть, это связано с отношениями. Нам ведь на этой карте не говорят, нам обрисовывают ситуацию, нам что-то предлагают, а мы даже смотреть в этом направлении не хотим. Поэтому для вас именно увидеть или от чего-то не отказаться, а то, что будет какое-то неожиданное либо предложение, неожиданная возможность. Причем это с другой стороны. Нам человек показан, он смотрит на кубки, которые уже пустые. Уже какая-то карта проиграна, история уже знакома. И нам подсказывают, ну нет смысла вот сидеть и глазеть, хочется сказать, на эти 3 пустые кубка. Что там меняется? Не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед, дорогой Овен. И карта об этом тоже говорит. Будьте внимательны к событиям извне. И опять же, будьте внимательным к собственным инсайтам, мыслям. И если вы люди реальные, реалистичные, это правда, и люди сильные, может показаться, как подсказка интуиции, что «а, нет, это мне показалось». Нет, это не показалось. Учитесь слушать свою интуицию тоже. Вот неожиданности какие-то явно вас ожидают, но через них лежит путь к успеху. Сфера достижений. Дела, работа, бизнес. Ну, точно, по девятке мечей. Это вот мы... Карта, кстати, искаженного восприятия, потому что мы так несколько подзастряли. Или по этой карте мы что-то предполагаем, или была какая-то разочаровывающая ситуация, и она нас настолько поглотила, что мы уже и света белого не видим. Или мы кому-то не доверяем. Но это все не имеет отношения к реальной жизни. Это все то, что было. Всегда девятка мечей. С одной стороны, это то, что мы пережили когда-то, то, что в нас как грузом, камнем в нашей душе осело, и мы ничего с этим поделать не можем. Но все же за нас эту работу никто не проведет, и поэтому вот этот свет солнца буквально в окне от нас зависит, захотим ли мы увидеть, и, по сути дела, мы об этом с вами говорили. Видимо, вот эта тема или радость, или возможность, или, может быть, и поездка, или какая-то работа, связанная с поездками. Может быть, это у кого-то тема переезда. Надо рассматривать все варианты. И это не просто рассматривать, а я бы сказала, с учетом пажа мечей, начать уже просчитывать, тезис-планы составлять. И, может быть, эти планы будут такие, знаете, как в нескольких параграфах. Первый, второй, третий. Попробуйте один вариант, потом, может быть, второй, третий. Не отказывайтесь от чего-то. Вариабельность, она присутствует, потому что аркан колесница туда или сюда. Мы можем еще не знать наверняка, правильно? Поэтому, когда мы какую-то ситуацию примеряем на себя или делаем в чем-то первые шаги, мы через опыт узнаем, а стоит ли продолжать или нет. Любой драйв, кроме болота. И это по части достижений. Сфера финансов. Карта мечты, карта исполнения желаний. Но правда, желание какое-то исполнится. Я так вижу, кто-то из вас, может быть, те деньги, которые где-то там загуляли, задержались, получит. Но что интересно, два старших аркана, как аркан колесницы, так и аркан звезда, которые говорят о расстоянии, причем далеком расстоянии. Карта звезда еще будет говорить нам о расстоянии как по времени, лет 10-20, то есть не только километраж. То здесь у вас могут пересекаться через финансы такие сферы жизни, которые и означают расстояние вот в километраже или то, что от вас находится на расстоянии, так и какая-то интересная тема, задача, прогрессивная причем, понимаете? Ведь это все то, что со знаком плюс и вперед, и не назад. И это будет касаться своеобразного марафонского забега лет на 10-20. Вы можете сейчас, даже буквально в эти 10 дней, определяться с какой-то своей, ну, как новой стратегией, тактикой. Может быть, как новое мировоззрение, моя внутренняя политика новая. Вот такое тоже может быть. И у кого-то это будет касаться именно на решение вопросов, а побудительный мотив – это деньги.
потому что на финансовую сферу. Хотя это могут быть и вопросы, связанные с домом, с переездом. Может быть и вопросы, связанные с семьей. Опять же, переезд, да? Семейная или встреча, может быть. Но по аркану звезда. И работа у кого-то тоже может быть. Работа из любой точки мира. Работа посредством новых цифровых технологий, что очень соответствует, кстати, Урану в Близнецах. По аркану звезда, ведь это пространство, эфир, интернет. И нам говорят, нет ничего невозможного. Может быть, это и еще и ваша популярность, мои дорогие овны. Тут можно сделать какой-то прорыв буквально на долгий период времени. Да, потом вам придется это все сохранять. У вас что-то получается. Или есть возможность, это точно, вот какая-то радость по тузу кубков. А следующая карта нам идет такая материальная. И поэтому пусть это даже какая-то маленькая победа, а вы не можете расслабиться. Вам это нужно будет сохранять. А может быть еще какую-то хватку проявить. Но хватку не в том, что мы настаиваем на своем, а в том, что появилась вот эта возможность, а мы как ухватились, может быть, зацепились. И это для вас какая-то дальняя траектория, причем с геометрической прогрессией. Тут, правда, новую совершенно стратегию, тактику по финансам вы можете для себя создать, избрать или увидеть. Пусть это через работу или через ваше личное творчество, вдохновение. Карта, кстати, подсказывает, если вы работаете сами на себя, у вас бизнес, личное дело или пусть творчество, задача стать популярным. Тогда через популярность заявить как будто миру о себе. Поэтому подумайте, как расширить границы вашего бизнеса или пусть у кого-то это личный блог, у кого-то кто-то работает с сайтами, например, да. Явно тут нужно каких-то технологий добавить или, может быть, и встретиться с некоторыми специалистами, которые вам помогут. Может быть, где-то консультации важные тоже провести, но заявить о себе миру буквально. Нам говорит эта карта «Сияйте, как звезда». И это каким-то образом напрямую граничит с деньгами. Личная жизнь, любовь. Тут какой-то праздник, тройка кубков, и в этой колоде карт это именно праздник, мои дорогие. Я могу допустить, конечно, тут у каждого своя история, но, значит, даже в сложных отношениях вы можете что-то прояснить. Может быть, с учетом туза кубков, даже для тех, кто один или одна, может состояться встреча. И, кстати, не прошляпьте, мои дорогие овны, потому что человек, который к вам может прийти в вашу жизнь, он на вас совершенно не похож. Мне хотелось сказать, когда Паш мечей я эту карту открыла, пусть она как бы что прояснится, а потом у нас колесница выпала, и кто или что появится неожиданно. Тут нам тоже показан как будто как Паш. Это может быть человек, который и моложе вас, кстати. И он по-другому мыслит. Он такой более хладнокровно взвешенный. Вы можете познакомиться в дороге, например. Или куда-то отправляясь. Может быть, просто вы хотите подписать какие-то важные бумаги. Или вы в банк поедете, например. Здесь может состояться знакомство для кого-то из вас совершенно неожиданно. Поэтому, если для вас актуально, расширяйте горизонты своего общения. Ну и где-то встречайте, принимайте даже тех людей, которых, возможно, прежде среди вашего ближайшего круга общения и не было. Одним словом, все встречайте. Как бы всех пускать и никого пока не выпускать, а дальше вы разберетесь. И это касается как и людей, и точно так же это будет касаться идей, возможностей или каких-то новых предложений. Вот такая задача. Я в этом вижу. Как подсказки, знаки судьбы. И при этом не замечтаться, не думать, что это вот на какой-то продолжительный период. Что-то к нам придет и надолго, и останется с нами, быть может, навсегда. Ну, а от чего-то мы и сами откажемся, поэтому будьте реалистами. И уж точно, ни разу ни о какой хандре. Я бы сказала, здесь можно навсегда проститься с каким-то эмоциональным выгоранием, произвести вот эту самую перезагрузку, мои дорогие овны. Перекладывайте на себя. Я благодарю за ваши комментарии. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.